Статья называется «Вакцину от коронавируса испытывали на Курском губернаторе». Ну, что такое вакцина, мы с вами знаем. Коронавирус – это слово в последнее время одно из самых популярных. Испытывали. Испытывать – это проводить тесты, то есть это тестировать, экзаменовать, пробовать. Да? Пробовали на Курском губернаторе. Кто такой губернатор? Губернатор – это профессия человека, который является руководителем, да, или главным человеком в регионе. Губернатор Курской области. Курск – это у нас это название города, и Курск является главным городом в Курской области. Такая большая область на территории России. Это не мэр города, хотя есть города в России, где мэров, то есть главного человека в городе, называют губернатор. Например, в Санкт-Петербурге. В Санкт-Петербурге нет мэра, в Санкт-Петербурге есть губернатор города. Но таких городов немного. В Москве у нас мэр, а губернатор Московской области. То есть это не один город, а это несколько городов и территория около главного центра. Это профессия губернатор. Но здесь мы сразу видим фотографию губернатора и видим, что он не полный, то есть он не губернатор, а он временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Роман Старовойт. Что такое временно исполняющий обязанности? То есть его должность, его работа, губернатор, она еще не официальная, его работа, а он будет только временно, то есть это недолго, когда придет другой человек или когда президент скажет: все, ты будешь губернатором. Пока он еще находится в таком положении, то есть и еще не официальный губернатор, и не неофициальный. То есть он человек, мы называем это как бы между, временно исполняет обязанности. То есть он временно работает губернатором. Может быть, через месяц или даже через неделю он уже не будет временно исполнять работу губернатора. Может быть, он уже будет официальным губернатором, а может быть, ему скажут: нет, губернатором будет другой человек. Вот это называется временно исполняющий обязанности. Так всегда бывает, это, как знаете, например, президент, да, то есть президент, если вдруг какая-то ситуация или даже какая-то большая трагедия, или если не просто трагедия, а президент, например, находится не на территории своей страны, то есть другой представитель президента. Вот то же самое временно исполняющий обязанности. Это как представитель. Он занимает место губернатора. Так, читаем новость. Губернатор Курской области Роман Старовойт рассказал, что стал участником испытаний вакцины от коронавируса. Давайте я так вот ее... нет, не получится, да. Стал участником испытаний вакцины от коронавируса «Спутник-5». По его словам, в первые 3 дня после вакцинации он чувствовал першение в горле и ломоту. Губернатор Курской области, мы уже с вами об этом говорили, его зовут Роман Старовойт, мы видим его фотографию. И он сказал, что он был участником, даже не просто был, потому что стал, то есть он и сейчас участник испытаний. Испытания – это как раз вот тестирование этой вакцины. Это когда вакцину пробуют. Будет она работать, не будет она работать. Это мы называем испытания или тесты.
испытаний вакцины от коронавируса, и вакцину в России называют «Спутник-5». И я видела, что еще ее называют «Гамковид-Вак». Такое длинное название. Я думаю, что больше будут называть именно «Спутник-5». Как говорит Роман Старовойт, то есть по его словам, то есть по словам, или то, что говорит губернатор, первые 3 дня после вакцины, то есть что такое вакцина? Это вам ставят, не знаю, там укол, да, так, вам ставят после вакцинации первые 3 дня, вот вам поставили, и потом 3 дня у губернатора, у него было першение в горле. Что такое горло? Да, то, что у нас там внутри горло. И першение в горле, когда у вас как будто вы хотите кашлять. Да, вот. Но не сильно, да, а вот так немножко, чуть-чуть. Вот это мы скажем, это першение в горле, как будто у вас там что-то вам неудобно, что-то вам там мешает говорить, что-то вам мешает кашлять нормально. Это называется першение. И ломота. Вот это вот интересное слово. Ломота – это когда вы чувствуете каждую косточку, bone, каждую кость своего тела. И вы чувствуете, как вот они, как будто друг с другом, да, вот, не знаю, там кости друг с другом, вы чувствуете то, что между этими костями. Мы называем это ломота. Обычно человек чувствует ломоту, когда у него поднимается температура. То есть, когда температура выше нормы, то ему неудобно. Он начинает чувствовать каждую клетку своего тела или каждую кость. Так, 3 дня, помним, да? 2 недели назад я перед отпуском, находясь в Москве, сделал прививку от коронавируса. Это 2-компонентная прививка. Через неделю мне нужно будет сделать 2-ю прививку, чтобы увидеть, как работает эта вакцина. После 2-й прививки у меня будет взят очередной анализ крови, где мы увидим титры и количество антител коронавируса, сказал губернатор в эфире областного телеканала 7. Итак, эта статья, я ее нашла вчера, прям вчера ночью, то есть 2 недели назад, это у нас были как раз вот где-то 11-12 число, я так понимаю. Нет, даже раньше, это было где-то 4-5 августа. Перед тем, как отдыхать, перед тем, как поехать в отпуск, на отдых, наш губернатор Роман Старовойт, он был в Москве, Курск и Москва находятся не очень близко. Он был в Москве, и он решил, что он хочет принять участие или хочет участвовать в испытании вакцины от коронавируса. И так как он был в Москве, испытания, тесты проходят в Москве, то он сделал прививку. Прививка – это синоним слова вакцина, это медикамент, который находится как он называется? Я не помню, как называется. Это шприц. По-русски мы называем это шприц. То есть это такой предмет, куда мы добавляем медикамент. И это все называется вместе это все вместе называется прививка. И эта прививка, она из 2 частей или 2 компонента. Сначала делаете 1 часть, 1 компонент вам ставят, а потом через неделю, то есть через 7 дней надо сделать 2-ю.
прививку или поставить вторую вакцину и посмотреть, как работает. Потому что русская, да, то есть российская вакцина от коронавируса, это не один раз, а это нужно ее делать 2 раза, один, а потом через неделю. И только после второй прививки вы можете понять, работает вакцина или не работает, потому что она двухкомпонентная. После второй прививки и у него еще раз, то есть очередной это еще один раз. Еще один раз будут брать анализ крови. Что такое анализ крови? Кровь – это материал, который находится у нас, у человека, да, когда мы что-то, например, не знаю, там, пальчик, берете нож, отрезаете, да, и у вас бежит кровь, blood. Анализ крови, мы по-русски мы говорим брать или взять анализ крови. Это то, что делает врач. А то, что делает пациент, он дает свою кровь на анализ. Так. Взят очередной анализ крови, где после второй прививки берут кровь на анализ, а потом в этом анализе смотрят, какие антитела есть, антитела коронавирусу, то есть какие ингредиенты в вашей крови есть против коронавируса, титры и антитела. Это говорил губернатор, и я так понимаю, что он это говорил даже не на этой неделе, то есть не вчера, а он это говорил неделю назад. Так, он отметил, что сам обратился в НИЦЭМ имени Гамалеи, чтобы войти в число добровольцев. Отметил, это была его деталь, которую он специально сказал. Он сказал, что это было его желание, то есть он хотел это сделать. Почему? Потому что он доброволец. Доброволец – это человек, который по доброй воле, 2 слова «добрый» и «воля», добрая воля. Воля – это синоним желания, то, что вы хотите. Добрая воля, то есть это вы сами хотите, вам никто не говорит «надо», «вы должны», нет, это только «я хочу». Это мы называем доброволец. Не знаю, вас спрашивают, кто сегодня хочет полететь в космос. Это опасно, да, для здоровья, это тяжело, и поэтому не все скажут «я хочу». Да, или «я буду первый». Вот кто скажет «я хочу, я буду первый», этот человек доброволец. Так мы называем. По доброй воле он это делает. И наш губернатор Роман Старовойт, он доброволец, потому что он сам захотел и сам пошел в НИЦЭМ имени Гамалея. Что такое НИЦЭМ? Это Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии. Длинное название, поэтому у нас есть короткий вариант НИЦЭМ. Национальный, я думаю, это понятно. Исследовательский. Исследовать – это когда изучают, то есть это внимательно смотрят на какую-то проблему, с одной, с другой, с третьей, с четвертой стороны. То есть это ее изучают или исследуют. Исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии. То есть это их специальности. Это что-то связанное с эпидемиями, то есть это с какими-то заболеваниями, и микробиология. Это все понятно. Смотрим дальше.
Что говорит наш Роман Старовойт, наш губернатор, а именно временно исполняющий обязанности? Я сдавал все необходимые анализы, нахожусь дистанционно под наблюдением врачей. Поделюсь с вами информацией, что первые 3-4 дня после прививки у меня першило горло и было состояние предпростудное, ломота в мышцах. Меня предупреждали, что примерно 10-15% прививаемых будут испытывать такие ощущения, сообщил Старовойт, отметив, что прививку делают в плечо, ни раздражения, ни припухлости в месте укола у него не было. Это его впечатление, да, то, что он думает как раз сразу после того, как ему сделали эту прививку. То есть перед прививкой он сделал анализы. Он сдал кровь, он сдал там разные анализы. Может быть, его смотрели там рентген, может быть, делали УЗИ. Точно не знаю. Но я уверена, что он сдавал кровь. Это первое, что нужно. И сейчас он находится не в Москве, а врачи, которые занимаются вакциной от коронавируса, мы с вами уже говорили, они находятся в Москве. Губернатор не в Москве, но он всегда на связи или всегда работает онлайн с врачами. Мы это называем находиться под наблюдением. Находиться под наблюдением кого? Врачей. Обычно именно с врачами мы так говорим, находиться под наблюдением в больнице, находиться под наблюдением врачей дома. Что это значит? Это когда врачи всегда, каждый час или каждую минуту, каждый день они смотрят на ваше состояние, как вы себя чувствуете. Это называется находиться под наблюдением. Теперь что он говорит? Поделюсь с вами информацией. Поделюсь, это расскажу. Первые 3-4 дня у него першило горло. Обычно я говорю першить в горле. То есть это внутри, в горле вы чувствуете какое-то что-то некомфортно, вам трудно говорить. И было состояние предпростудное, то есть это вы чувствуете, что может быть скоро у вас начнется простуда, перед простудой. И ломота в мышцах. Я вам говорила, что для меня ломота – это когда вы чувствуете каждую кость в вашем теле. Кость – это bone. Меня предупреждали, то есть мне говорили, что 10-15% прививаемые – это те, кому делают прививку. Это не доктор, у которого вакцина, нет, а это человек, которому ставят эту вакцину. И прививку от коронавируса, которую делают в России, ее ставят в плечо. Вот у нас орган, то есть вот эта вот часть называется плечо. Ставят ее, скорее всего, вот сюда, в плечо. И когда ее поставят, после того, как ее поставили, нет никакого дискомфорта. То есть вам все удобно. Нет припухлости, когда чуть-чуть кожа становится больше. Не раздражение, все нормально. Раздражение – это когда там, не знаю, появляются какие-то красные точки, что вы думаете, может быть аллергия или нет. Это раздражение. Этого нет. Старовойт рассказал, что договорился с Министерством здравоохранения РФ, это Российской Федерации, что Курская область войдет в один из пилотных регионов, где будет проведена вакцинация от коронавируса в ноябре. Это важная информация. То есть Старовойт – это временно исполняющий обязанности губернатора, то есть это еще не официальный губернатор,
но может быть официальным. Он уже поговорил с Министерством здравоохранения в России и даже договориться, то есть у них уже есть результат, да, то есть он говорит, они говорят, и у них уже есть такой какой-то компромисс, может быть даже договор. Договорились, что Курская область, это большой регион, что Курская область будет в пилотной вакцинации. Пилотный, это очень интересно, это не со словом пилот, not pilot. Пилотный, обычно мы говорим пилотный эпизод, когда выходит новый фильм, новый сериал. Сначала вы смотрите маленький фрагмент или первую серию, которая покажет, нравится вам это или не нравится, будет это работать или не будет работать. И вот это вот пилотная вакцинация, это где будут тестировать, да, или где будут даже не просто тестировать, потому что тестировать сначала, до пилотного, это где будут смотреть, как реагируют люди. Это первые регионы, пилотные регионы, это первые регионы, в которых будет проходить вакцинация от коронавируса. И в России говорят, что вакцинация уже начнется в ноябре. Есть разные сплетни, gossips, есть разные сплетни. Кто-то говорит, что вакцинацию надо будет делать всем. То есть это обязательная вакцинация. И здесь просто нельзя будет прийти и сказать «я не хочу». Да? То есть вам сказали «надо», значит «надо». Это одни люди говорят. Вторые люди говорят, что обязательно она будет только для пенсионеров, для врачей, для учителей. То есть это люди, которые находятся в зоне риска. Третьи говорят, что может быть вообще, то есть не надо будет делать никакую вакцинацию, все будет нормально. Как видите, есть несколько вариантов. Дальше. Мы уже готовим инфраструктуру, потому что вакцина сложная, она требует хранения при температуре минус 60 градусов. И хранение, и транспортировка, и работа с ней требуют определенной подготовки. Первая партия вакцины, это порядка 1,3 тысячи доз, будет получена Курской областью примерно в конце октября. В первую очередь будем прививать наших медиков, людей из группы риска, это педагогов, пожилых людей. Очень рассчитываем, что эта вакцина будет безопасна и исключит заболевания вакцинируемых коронавирусом, отметил губернатор. Итак, здесь он говорит, как Курская область будет участвовать в пилотном проекте в пилотной вакцинации от коронавируса. Он говорит, что уже сейчас вакцинация будет в ноябре, но уже сейчас, в августе, начинают готовиться к вакцинации. Почему сейчас? Потому что нужна специальная инфраструктура. То есть нужны будут холодильники, специальные холодильники, которые будут держать температуру минус 60 градусов. Может быть, будут транспортировка. Это называется хранение. Да? Это холодильники, где будет лежать эта вакцина, и температура должна быть минус 60. Транспортировка. Это момент означает, как будут перевозить вакцину. То есть, например, из Москвы в Курск,
и как эту вакцину будут привозить в разные больницы, в разные поликлиники Курской области. И будут готовить медсестер, медбратьев, то есть будут готовить медицинский персонал, чтобы они умели работать с этой вакциной. Первые вакцины это будет порядка это значит около, то есть где-то 1,3 тысячи доз. Мы помним, что одна вакцина это 2 дозы, то есть ее ставят 2 раза. То есть 1,3 тысячи мы делим пополам. Это будет как раз количество человек, кто поставит эту вакцину. И 1,3 тысячи доз приедут в Курскую область примерно в конце октября. Примерно это значит около, плюс-минус несколько дней. И, как говорит губернатор Роман Старовойт, что сначала будут делать вакцинацию кому? Медикам, то есть это медицинский персонал, это врачи, это медсестры, медбратья, те, кто работает в больницах, поликлиниках. Будут делать людям, которые в группе риска. Это педагоги, педагог это учитель. Пожилые люди, это очень важно. В России не очень хорошо говорить старый. Старый человек это не всегда приятно. И есть специальное слово пожилой, то есть это человек, который уже пожил долгое время. Вот буду делать пожилым людям, и они думают, что вакцина будет хорошо работать. И после вакцины люди не будут болеть коронавирусом. Так, Минздрав России ранее зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Она получила название «Спутник-5». Эта информация, то, что я вам говорила в начале нашего эфира, то, что в России Министерство здравоохранения официально сказала или зарегистрировала первую в мире, не только в России, а первую в мире вакцину от коронавируса. Я вам называла, что это было 11 августа. И у нас это с вами получилось где-то неделю назад, плюс-минус неделю назад. И эту вакцину в России сейчас называют «Спутник-5». Я думаю, это очень интересное название. Почему? Что такое спутник? Спутник – это вариант ракеты, да, или что-то между ракетой и космическим кораблем, spaceship. Это называется спутник, то, что летит в космос. И вот вакцина от коронавируса тоже будет называться спутник, что-то такое космическое. Вот, мы с вами прочитали статью. Я думаю, это была интересная статья, потому что вы узнали, что сейчас происходит в России, что говорят люди, которые поставили себе эту вакцину, то есть уже сделали, которые находятся в этом эксперименте, и что они думают.